Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня урок по декору павлина. У меня уже есть несколько уроков на канале, но все же что-то новое всегда я рассказываю и показываю. Мне очень приятно, что мое творчество интересно, и если у вас есть желание творить красоту, творите ее вместе со мной. Приступим. Сегодня я оформляю павлина. И мне понадобится сама заготовка павлин. Она у меня уже покрашена. У меня здесь стразы. Также мне понадобятся вот такие перья. Они у меня вот в таком рулоне. Ну, горячий клей и клей универсальный. Я беру перья и нарезаю небольшие такие отрезки. Сантиметр-полтора. Теперь я беру отрезок. Вот так наношу небольшое количество клея на самый край, где лента. Закручиваю, вытаскиваю пинцет и вот так пережимаю. И даю закрепиться. Клей немного выползет и подклеит мне перья. Вот. И теперь вот эту ткань, вот эту ленту я могу отрезать. И у меня получаются перья склеенные. Ничего сложного. Покажу еще раз. Вот я беру отрезок, наношу клей на самый край. И просто вот так быстренько сворачиваю. И выдавливаю клей. Вот склеил мои перья. И теперь можно отрезать ленту. И перья склеенные. И так делаем необходимое количество пучков. И прежде чем все склеить, нам, конечно же, надо все примерить. И мы вот примерно берем, складываем вот так свои перья. Где длиннее, для короче. Это все надо примерять. И прикидываем, примеряем, где у нас какие пучки будут. Выкладываем снизу вверх. Ну, примерно вот так. Если вы видите где-то пустое место, то при склеивании обязательно надо подложить. Я посмотрела, что у меня, ну, примерно мне пучков хватает. Если что-то не хватит, я еще сделаю. И начинаем склеивать. Я перехватываю пинцетом, вот так примеряю, смотрю, где мне надо нанести клей. Наношу клей и вот подклеиваю. И прижимаю пинцетом. Даю закрепиться, не дергаю это перо никуда. Когда все закрепилось, я беру следующее. Пытаемся склеивать не вот где пустые места, а где у нас вот есть за что закрепить. Снова наношу клей и подклеиваю. Прижимаю, даю закрепиться. Следующее перо. Снова беру. Вот я вижу, что мне вот надо нанести клей вот здесь. Наношу клей. И вот так я продвигаюсь медленно, но уверенно. Подклеиваю перышки. И вот здесь будем оформлять хвостик. Вот я уже подхожу, видите, такими маленькими пучками и подклеиваю все вот так аккуратненько. И все закрываю.
Вот так постепенно все оформляю. Аккуратно, чтобы не замазать ничего клеем. И продолжаю работу. И также я подклею немного перьев, сделаю хохолок. Немного клея. И даю закрепиться. По краю крыла я нанесу клей и подклею стразовую цепочку. Именно вот на сам край. Так, клей убираю. И цепочку располагаю так, чтобы она смотрела вверх. И подклеиваю по всему крылышку. И теперь начинаю декорировать хвост павлина. Наношу клей и подклеиваю стразы. Сначала подклеиваю около хвоста, чтобы задекорировать здесь все прикрыть. И затем по чуть-чуть буду спускаться вниз в таком шахматном порядке. Наношу клей и подклеиваю. Здесь можно ниже, выше. Вот я прижимаю перышки, чтобы клей не склеил мне все. И вот так начинаю все подклеивать. Некоторые перья склеиваю между собой, чтобы закрыть какие-то места. И продолжаю работу. И теперь начинаю декорировать крылышко. Вот я уже подклеила 3 стразины в угол. И здесь уже просто заполняем как удобно. Наношу клей, беру страз и подклеиваю. Стараемся наносить клей и подклеивать вот везде, где можно закрепить что-то. Вот видите? Чтобы у нас ничего не висело в воздухе. Если образуются какие-то неровности там или отверстия, мы затем заполним маленькими стразами. И заполняем все крылышко. И продолжаю работу. Если получаются какие-то пустые места, вот я заполняю круглыми стразами. Побольше, поменьше, что вы подберете. Так, это большой. Вот здесь у меня россыпь страз. И я выбираю, чтобы заполнить, чтобы не было тоже большая. Вот. И также я подклею вот сюда стразы. И не забываем оформить хохолок. Я нанесла клей и подклеиваю стразы. И еще можно маленький страз приклеить в глаз. И оформляем хвост. Продолжаем оформление. Я беру круглые стразы и подклеиваю на хвост. Прижимаю, чтобы перья склеились вместе со стразами. И продолжаю работу. Подбираем стразы по размеру. Здесь уже кто как хочет, больше, меньше. Это по желанию.
продолжаем работу. И нам осталось закрепить вешалку. Я взяла ленту 3 миллиметра, 22 сантиметра. И вот так сложила. Подрезаю под углом, чтобы закрепить. И с задней стороны павлина продеваю в вешалку. И завязываю узелок. Аккуратненько вот так перетаскиваю. И затягиваю. Теперь мне надо вешалку перетащить через вот эту петельку. И ровненько все затягиваем, чтобы вот этот узелок у нас оказался сзади. И сейчас узелок я подклею и сюда приклею страз. Теперь я наношу клей сюда и подклеиваю узелок. Затягиваю его. И вот что у меня получилось. Я очень довольна полученным результатом. И, конечно, все сочетается с моим комплектом. И меня спросили насчет того, как висит павлин. Вот я павлина подвешиваю, и все висит ровно и красиво. Вот в таком положении павлин висит. И еще меня спросили насчет размера страз. Вот я беру стразину и прямо примеряю при вас. Вот возьмем отсюда, получается 11 миллиметров на 3 миллиметра. Вот такие вот у меня размер страз. Хотя, как я скажу, стразы можно использовать любые. Все, что у вас есть, можно использовать, не обязательно привязываться именно к моим размерам. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Если у вас есть вопросы, всегда пишите под видео в комментариях. Я рада ответить и помочь. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Совсем скоро встретимся на канале. У меня новая идея. Пока-пока.